Здравствуйте! Сегодня по вашим заявкам, вашим просьбам будем неочередную выкройку делать. Выкройку трусов, боксеров, мужские трусы. Что нам для этого надо? Линейка, угольник, 2 фломастера разного цвета, карандаш для чертежа, ножницы, лист кальки небольшой. Обязательно наши записи, как всегда, наши талмуды, где будут указаны мерки, где будет указан коэффициент растяжимости ткани. Вот, и произведены расчеты по вашим обмерам, учитывая этот коэффициент. Лист бумаги, на котором вы будете чертить, он должен быть высотой. Значит, если экономно, то надо 1/10 роста вашего клиента, на которого вы будете шить трусики, плюс 10 сантиметров в высоту. Это у вас будет высота вашей бумаги. Ширина ее 70 сантиметров. Это тоже зависит от того размера, маленький он или большой. Вот, но он должен быть не менее чем половина обхвата бедра обычного, плюс запасы с каждой стороны, хоть бы по 5 сантиметров. Вот, значит, на чертеже вы должны будете указать некоторые расчеты, произвести заранее, это для удобства вашей работы. Эти расчеты выглядят вот так. Будем чертить, наведем ближе камеру, вы их сможете на стоп-кадре переписать для себя, без учета моих показателей. Вот. Сейчас будем смотреть, как определить растяжимость ткани, какой коэффициент выбрать, какие вообще они бывают. Подготовили ткань, из которой вы планируете шить эти трусы. Поперечное направление, долевое направление. Вот это верхний срез, это поперечное. Значит, берем участок ткани, который будет у нас отклоняться от края хоть бы на 15-20 сантиметров. Складываем пополам. От этого края тоже отступаем. Почему? Потому что сами края, они очень тянучие. Они тянутся до безобразия. А вот в середине мы можем увидеть сопротивляемость нашей ткани. Берем маленький участочек, 10 сантиметров, для упрощения расчетов. Кладем перед собой линейку. Пальчиком ограничиваем левый край ткани. На край линейки. Зафиксировали. Выбрали 10 сантиметров ткани в свободном ее расположении. Вот они. Фиксируем ногтиком. И этот участок начинаем растягивать. Этот участочек начинаем растягивать. Растягиваем свободно. Вот когда вы чувствуете, что ткань начала слегка сопротивляться, определяйте, где эта граница. У меня эта граница 12 сантиметров. Она может сильно тянуться и дальше. Это не нужно, это будет некомфортно в носке. И она, видите, она сама возвращается к этим 12 сантиметрам. Вот это и есть ее коэффициент растяжимости, который удобен и практичен в использовании, создавая выкройку или изделие из этой ткани. Коль уж мы растянули ткань до 12 сантиметров от 10, значит это 20%. Определились мы с тканью, у нас 20% коэффициент растяжимости. Здесь вы нажмете на стоп-кадр, это все перепишите, за исключением показателей, которые вот написаны, это мои. Они вас не касаются, у вас будут здесь свои. Обхват талии, обхват бедра и рост. Обхват бедра нам нужен в половинном размере и в 1/4. Дальше, коэффициенты растяжимости, какие существуют. Для конструирования выкройки трусов необходимы коэффициенты
15%, 20%, 25%. Как правило, вот это вот 3 таких стандарта, которые используются чаще всего в конструировании этих выкроек. Потому что кулир, он имеет, трикотаж этот, растяжимость в этих пределах, как правило. Может вискоза тянуться больше, чем обычный. Ну, тогда вы высчитываете вот таким способом примитивным, сколько процентов коэффициент растяжимости вашей ткани. Дальше. Для конструкции этих трусов, выкройки, нам надо всего лишь 3 мерки. Обхват талии, но не физической нашей талии, а того места, где будет располагаться резинка этих трусов. То есть это, как правило, ниже пупка. Обмерили эту величину. Дальше нам нужен обхват бедер. Но нет такой, как мы обычно снимаем. Как мы его снимаем для трусов? Проводя сантиметровую ленту по самым выпуклым участкам ягодиц. Вот они, самые выпуклые участки ягодиц. Наводя на выпуклую часть бедра, параллельно поверхности, на которой мы стоим, параллельно полу. Ни в коем случае не заводя ее ни вверх, ни вниз, параллельно полу. Смыкаем ее по центру и определяем размер обхвата бедра клиента. Вот эти методы с линейками для живота, вот это все сюда не подходит. Мы не шьем платья, мы шьем трусы, которые будут облегать тело без всяких прибавок на свободу. Вот поэтому мы снимаем вот так этот обхват бедра. Соответственно, 3-я мерка – это рост вашего клиента. Хотя бы вы должны его знать приблизительно, плюс-минус 1 сантиметр. Но лучше плюс, чем минус. Это понятно для чего, чтобы трусы были не занижены. Вот и все. Использовать в конструировании будем 2 мерки: рост и обхват бедра. Обхват бедра мы будем редуцировать. Обхват талии, когда будем пришивать резинку, тоже будем редуцировать. В наших записях мы все это сделали. Как это сделать? Если вы выбираете книжный классический вариант редуцирования в процентном отношении, то есть 10 сантиметров ткани вы выбрали, получилось 12, это значит 20%. Вы высчитали, что это 20%. Значит, я вам написала, что 20% это коэффициент 0,8. 15% это коэффициент 0,85. 25% коэффициент 0,75. Выбираете нужный коэффициент, когда вы будете растягивать ткань. Я этот коэффициент в данном случае только знакомлю вас с этим книжным способом. Я использую несколько другой метод в построении своей выкройки. Для чего? Для того, что у меня выкройка становится универсальной. Я могу ее использовать под разные коэффициенты растяжимости трикотажа пулира, чтобы не делать каждый раз новые выкройки или коррекции этих выкроек. В чем состоит мой метод? Те же самые 10 сантиметров ткани растягиваем, находим, куда она тянется. Вот она у меня тянется до 12, да? Значит, я умножаю свой объем бедра не на 20%, которые составляют коэффициент 0,8. Здесь же смотришь 20%. Да, действительно, это правильно. А я умножаю на фактический коэффициент растяжимости. То есть вот эти 10 сантиметров я делю на 12. У меня увеличилась ткань до 12. Изначально она была 10. Значит, я 10 разделила на 12 и получила точное число коэффициента растяжимости. И он будет составлять не 0,8 при 20%, а 0,83.
Что мне это дает? Дает мне это возможность, когда плотный кулир, который очень эластичен такой прям, он будет облегать фигуру без особого напряга, будет лежать свободно хорошо. Средней растяжимости кулир будет лежать нормально, свободно. А вот тот кулир, который очень тянется, как вискоза, при моем способе я просто в таком случае не буду выкройке давать припуски на швы. И все. Поэтому я могу использовать одну выкройку в 3 вариантах. Вот так вот. Значит, вы выбираете для себя нужный вариант. Как работать с этими коэффициентами? Нашли вы коэффициент растяжимости, допустим, 20%. Берете обхват бедра. Обхват бедра, вот здесь я вам зафиксировала. Умножаете ваш обхват бедра, умножаете на нужный коэффициент. То есть, если это 20%, это 0,8, если 15, 0,85. То есть, на тот коэффициент, который вы выбрали, когда растягивали ткань. Обхват бедра нужно умножить на этот коэффициент. Получите свое число. Дальше берете полуобхват бедра, полуобхват. Умножаете на тот же коэффициент. Получаете число. Берете 1/4 обхвата бедра, умножаете на коэффициент и получаете число. Внизу себе указываете, какой коэффициент вы растяжимости выбрали, чтобы вы знали. Вы потом на выкройке укажете, что у вас выкройка без припусков на швы. Использовался такой-то, такой-то коэффициент. Это обязательно вы укажете. Значит, записали эти показатели. Вот это и есть редуцированный обхват бедра. Слово такое страшное, непонятное, но все это элементарно. Обхват бедра умножаете на коэффициент. Это и есть редуцирование. В построении трусов мы будем использовать редуцированные обхваты. И только рост не подвергается никаким изменениям. Начинаем нашу работу. Значит, я хочу, чтобы вы сначала записали вот эти, это не формулы, это расчеты, которые вы должны сделать перед работой для того, чтобы удобно вам было работать. Записали вот в углу вашего листа. И вы, когда будете строить этот чертеж, вам будет очень удобно тогда их использовать. У вас уже полученные значения здесь все указаны. Значит, для того, чтобы строить переднюю половинку трусов, вы 1/4 обхвата бедра редуцированного, вот проценты обозначают, что обхват бедра уже редуцирован, минус 4,5 сантиметра. Записывайте то значение, которое вы получите у себя. Это мое значение. Вот эти значения, это мои расчеты. А вот это то, что вам надо. Вот. До знака равно, это то, что вы можете использовать для себя. После знака равно, это мои личные значения. Значит, для построения передней половинки трусов нам надо 1/4 редуцированного обхвата бедра минус 4,5 сантиметра. Что такое 4,5 сантиметра? Да это ширина вставки, которую мы будем снимать по центру трусов. Когда у нас будут трусы, вот передняя половинка вот так, задняя вот так. Вот здесь на передней половинке мы будем вшивать вставку, гульфик. А сзади мы ничего не будем вшивать. У нас здесь будет ткань в сгиб. Значит, для построения передней половинки, для того, чтобы найти точки, отходящие вправо, у нас справа будет передняя часть конструироваться, нам надо 1/4 редуцированного обхвата бедра минус 4,5 сантиметра. Записали. Дальше. Для того, чтобы построить дальше переднюю половинку, но уже по низу, это верх ее по линии талии, по низу нам надо 1/20 редуцированного обхвата бедра плюс 6. Дальше, для того, чтобы строить заднюю половинку по верхней части, по линии талии, нам нужна 1/4
редуцированного обхвата бедра. Просто 1/4 редуцированного обхвата бедра. Сзади мы никаких вставок не делаем, у нас просто идет 1/4 бедра. По низу задней половинки нам надо для того, чтобы прилепить этот кусочек, который уйдет между ног, обхватит ножку и сошьется с передней половинки, нам нужен кусочек ткани туда выкроить. Да? Как мы это делаем? Значит, 1/4 редуцированного обхвата бедра плюс как раз вот этот кусочек 1/10 редуцированного обхвата бедра. И получаем число. Значит, 1/4 у нас будет по талии на задней половинке. И 1/4 плюс 1/10 редуцированного бедра получится нижняя наша часть трусов. Это как раз вот смотрите, вот этот кусочек. Вот уйдут наши трусы вот так. Это как раз вот этот кусочек, который отличается, а вот это боковой шов будет. Вот это 1/4 бедра, если мы проведем вертикаль ровно вот так, а вот это 1/10 будет. Значит, мы к 1/4 добавили 1/10. Здесь по переду к 1/4 вот боковой, предполагаемый боковой, у нас не будет шва, но линия будет. Это передняя половинка. Здесь у нас получается по передней половинке 1/4 обхвата бедра минус вот эту вставку, которую мы будем пришивать отдельно. И мы ее будем конструировать на самом же чертеже, но отдельно. А по низу 1/20 обхвата бедра плюс 6. Так высчитывается вот этот вот кусочек. Вот этот кусочек по переду. Я думаю, я объяснила абсолютно доступно. Что нам нужно для того, чтобы приступить к работе? Нам надо от низа чертежа, который от вас находится, вот край, отступить 7-8 сантиметров. Отступить. Провести горизонтальную линию. Просто вот тупо провести горизонтальную линию. Дальше что мы делаем? Мы складываем пополам этот лист. Сложили. Ровненько пополам. И пальчиком вот так вот, хоп, и внизу загладили вот так вот небольшой участочек. Вы нашли середину этого листа. У нас будет, отклоняясь от середины вправо, передняя половинка трусов, отклоняясь влево, будет задняя часть трусов. Значит, от этой складочки, которую вы наметили по центру, отступить вправо, отклониться на 2 сантиметра. Отклоняемся на 2 сантиметра. Вот моя складочка. Отклонились на 2 сантиметра. Ставим точку. У нас появилась первая точка чертежа. А работать мы будем с точками. При построении трусиков ставим точечки и номеруем их. Пишем точечка 1. Берем наш угольник, делаем вертикальную линию из точки 1. Строим. На этой линии мы должны отложить 1/10 роста человека, на которого вы шьете, плюс 1 сантиметр. Значит, 1/10 роста, 1/10 роста плюс 1 сантиметр. Это равно значению точки 2. Это будет точка 2. 1 мы нашли, значит точка 2. Точки ставим так, чтобы они впоследствии не мешали нашему чертежу, не перечеркивались линиями. Значит, напишите где-то вот здесь в уголочке между линиями точку 2. Вот она, наша точка. Вот эта точка. Мы на этом отрезке отложили вот это значение. В моем случае рост 185. Значит, 1/10 это будет 18,5. Я добавила 1 сантиметр, получилось 19,5. Поставила точку 2. Как нам найти точку 3? Где она у нас будет? Точка 3, точка 4. Значит, соответственно,
Точка 2 у нас вот, значит 3 уйдет. Строим мы сначала переднюю половинку. Работаем с правой частью чертежа. Значит, после 2 точка 3 уйдет вправо, а точка 4 опускаем перпендикуляр, от точки 1 вправо. Значит, строим точку 3. Она у нас чему равна? Мы знаем, что по талии мы берем 1/4 обхвата бедра редуцированного минус 4,5. Мы себе здесь подготовили записи, где мы видим, чему это равно. Вот 18, в моем случае 18,7. В вашем случае это ваше значение. Берем 18,7, ставим точку. Перпендикуляр. Или у нас уже вот линия, можете тоже отложить такое же самое значение, можете просто провести перпендикуляр, чтобы получить точку 4. Густо линии не рисуйте, пожалуйста. Чертеж должен быть аккуратненьким, чтобы вы не путались. Ставим точку 4. Я напишу здесь в уголочке. Вот так, 4. Как нам найти точку 5, 6, 7 и что нам делать дальше? Смотрите, мы задали область нашей передней части наших трусов. Пока что мы еще не построили вот этот вот кусочек, который нам нужен будет, где мы рассчитывали плюс 6 сантиметров. Для начала ищем точки. Для того, чтобы найти точку 5, которая впоследствии поможет нам пристроить вот эту вставку, которую мы будем пришивать, нам надо определить эти точки. Значит, мы делим отрезок 3,4 пополам. Все, смотрите, точка 3,4, значит, это точка 5. Аккуратненько здесь ее пишите, точка 5. Как найти точку 6? Она нам нужна для построения гульфика. Надо ее найти. Значит, расстояние 5,4. Отрезок делите пополам. Вот нашли точку. Это у нас точка 6. Точка 6. Как нам найти точку 7? Элементарно. Кладем линейку. Обращаемся к нашим расчетам. У нас есть цифра 1/20 обхвата редуцированного бедра плюс 6 сантиметров. У меня это равно 10,6. В моем случае 10,6. В вашем случае 1/20 вашего редуцированного бедра плюс 6 сантиметров, вы получите свое значение. У меня 10,6. Значит, вы от точки 4 вправо отклоняетесь на это значение. Точка 7. Смотрите, мы уже построили область, где мы сможем работать вот с этим углом, выводить наши трусы, в которые внутрь вставится вставка, и это центр трусов, это бок. Подпишите себе сразу, что это бок, боковая линия. Как нам найти точку 8? Мы уже закончили с каркасом передней части трусов. Нам надо переместиться в левую область чертежа для того, чтобы продолжить и построить заднюю часть наших трусов. То есть создать базис и для задней части трусов. Для этого из точки 2 влево мы перемещаемся на 1/4 редуцированного обхвата бедра. Просто 1/4 редуцированного обхвата бедра, без всяких плюсов и минусов. В моем случае это 23,2. В вашем случае это другая цифра. Умножаете свое бедро на коэффициент, 1/4 берете. Так,
Да, у меня 23,2. Назовем ее точкой 8, поскольку мы построили 7, теперь у нас есть значение точка 8. Как нам построить точку 9? Нам надо опуститься вниз чертежа, чтобы найти точку 9. И она у нас будет равна чему? 1/4 редуцированного обхвата бедра плюс 1/10 редуцированного обхвата бедра. В моем случае вот оно, а значение вот. То есть я подставила цифры, сплюсовала их, получила значение. В вашем случае будут другие цифры. Значит, чтобы найти точку 9, нам надо мы строим низ, от цифры 1, точки 1, то есть от середины нашего чертежа, от точки 1 влево отложить полученное значение. 32,5. Ставлю точку 9. Есть. Как нам найти точку 10? Перемещаемся мы сейчас в верхнюю область чертежа. Как нам найти точку 10? Надо от точки 2 вверх подняться на 1 сантиметр. 1 сантиметр. Ставим точка 10. Точка 11, что нам дает? Работаем с талией сейчас. Надо от точки 3 вправо отклониться на полсантиметра. Вот эта точка. Вправо на полсантиметра. Что это за полсантиметра? Это дается скругление вот здесь, чтобы была построена плавная линия для скругления. Точка 11. Как построить точку 12? От точки 8 по задней половинке. От точки 8 отклоняемся 3 сантиметра вправо. Не обозначая точку никак. Просто отклонились, поставили точку. Перпендикулярно к этой точке поднимаемся вверх на 4 сантиметра. Перпендикуляр проводим на 4 сантиметра. Откладываем 4 сантиметра. Есть. Значит, у нас была точка 11, ставим точку 12. Это понятно, да? Вот. Наша задача сейчас объединить эти точки и нарисовать, ну, скажем так, условную линию талии. Но поскольку у нас это не талия, а трусы ниже находятся, ну, назовем условной линией талии. Соединить точки 12 и 11 через точку 10. Так, обозначили мы наш верх трусов, куда мы будем вшивать резинку. Есть. Мы потом это все красиво нарисуем под лекало, а пока что не будем отвлекаться. Строим точку 13. Из точки 9 вверх мы поднимаемся на 4 сантиметра. Перпендикуляр проводим высотой 4 сантиметра. Ставим точку, пишем 13. С краешку так пишем 13. Нам нужно найти точку 14. Значит, мы отклоняемся вправо от точки 9 3 сантиметра. Это для всех, абсолютно для всех. Ставим точку, никак не обозначая ее. Опускаемся вниз на те же 3 сантиметра. Не дает мне линейка. На те же 3 сантиметра. Для всех, для всех. Ставим точку 14. Объединяем эти точки. 13 и 14 объединяем.
Объединили. Вот мы получили в задней части трусов наш шаговый срез. Вот он уже у нас готов. Нам осталось сделать срез сидения. Нам надо вот из точки 12 ровно, видите, мы поднимались на 4 сантиметра, ориентируясь на эту линию, провести вертикальную линию. Провели от точки 12 вертикаль, нашли ее середину, провели горизонтальный отрезок вспомогательной линии и определили точку. Дальше нам надо объединить точку 12 и 13. Для этого надо из точки 12 вывести прямой угол перпендикулярно вот этой линии талии, провести до нашей точки, можно вниз, ниже. Вот так. Пока что черновую тонкую линию. Это мы нашли наш срез сидения, который будет проходить по центру наших ягодиц. Вот здесь у нас на пересечении со вспомогательной линией образовалась точечка. Обозначим ее точкой 0 карандашиком. Она у нас вспомогательная, пусть будет точка 0. Вот этот отрезок от точки 0 до точки 13 проведите сначала прямой линией. Тоненькой прямой линией. Видите, мы вот здесь должны нарисовать лекальную круглую линию, как у нас будет здесь проходить шов и срез сидения. Для того, чтобы плавно ее нарисовать, надо точку 0, точку 13 замерить. У меня 12 сантиметров. Поделить пополам, это будет 6. Отклониться внутрь чертежа на 1 сантиметр. Это предел. Это предел. Вот в этой области вывести плавную линию. Хотите посредством лекала, хотите, учитывая очень важный момент. От 13 под прямым углом. Хотите вы того или нет, это обязательное условие. Под прямым углом хотя бы 1-1,5 сантиметра. Я беру сантиметр. Мне так больше нравится линия, как она идет. Но оно вам само подскажет. Но непременно под прямым углом к этой линии. Это обязательное условие вот здесь. Обязательное условие вот здесь. И теперь мы выводим от вот этого прямого угла, вот он у нас закончился, соединяя с нашим отводом в 1 сантиметр, делаем красивую плавненькую линию. Неплохо, неплохо. Мне нравится, смотрите. Но здесь она топорная, такая угловатая. Да элементарно, просто сглаживаете этот уголочек и все. Вот так вот. Буквально секунда дела. Вот сглаживаете этот уголок, и у вас срез готов. Наводим его. Эту линию от 12 до точки 0 до нашего скругления наводим. Здесь скругляем ручечками. И идем по нашей намеченной линии нашего среза сидения. Это пока что срез. Вот когда мы сошьем, это будет шов. А сейчас это линия среза сидения. Посмотрите, какой он красивый, плавненький получился. Смотрите, задняя часть трусов у нас практически готова. Нам надо поработать с низом и с передней частью для того, чтобы оформить низ и оформить линию притачивания нашей средней вставки. Ничего сложного в этом нет. Запоминаем, мы закончили на точке 14. Нам еще можно нарисовать одну вспомогательную линию, небольшую. Она нам пригодится. Значит, точку 6, смотрите, точка 6 есть. Ставим линеечку. И точка 9. Тоненькую линию нарисуйте, пожалуйста. Она нам пригодится для построения средней вставки трусов. Тоненькую линию, она вспомогательная. А теперь эту точку 6 соедините с точкой 7.
Есть. Все, мы нарисовали вспомогательную линию. Есть у нас точка 14. Как найти точку 15? От точки 5 вверх 2 сантиметра. От точки 5 вверх 2 сантиметра. Это будет точка 15. Ставим точечку 15. Ставьте циферку так, чтобы вы потом не путались. Расстояние коротенькое, вот как здесь короткие расстояния, да? Поставьте с другой стороны, чтобы в дальнейшем использовании чертежа вы не попутали эти точки. Теперь нам надо найти точку 16. 15-ю мы нашли, вспомогательные линии мы добавили, которые нам будут необходимы для построения гульфика. Как находится точка 16? Берете угольничек и с точки 7 поднимаетесь на 3 сантиметра. Под прямым углом, перпендикулярно нижней линии, проводите линию, откладываете 3 сантиметра вверх. Находите точечку 16. Точечка 16. Можно сразу объединить точку 15 и 16. Легкой линией, вспомогательной линией. Соединить точку 11 и 15. Вспомогательной линией пока что вспомогательной линией. Смотрите, вот у нас уже практически получился каркас вот этого среза притачивания нашего гульфика. Но мы еще не поработали с ножкой. У нас только есть верхняя часть, а нам же надо еще и ножку как-то тканью обтянуть, чтобы трусики оделись. Значит, для этого нам надо из точки 7 1,5 сантиметра влево. 1,5 сантиметра. Мы эту точку никак не позначаем. Перпендикулярно нижней линии под прямым углом опускаемся на 1 сантиметр от этой необозначенной точки. Откладываем 1 сантиметр. 1 сантиметр. И вот здесь мы ставим точечку 17. Вот эта точечка 17. Вот здесь позначу. Вот это нам интересует нас, вот эта точка и точка 16. Точки без обозначения нас не интересуют. Мы можем сразу объединить эти точки уже нормальной линией. Это мы обозначили шаговый срез передней половинки. То, что нам будет сшиваться, вот здесь по верхней части будет притачаться наш гульфик, а вот это будет сшиваться задней половинкой. Смотрите, мы обозначили низ наших трусов, но за исключением вот этой линии. Теперь я вам должна рассказать такой нюанс, который в книгах не прописан. Это исключительно моя наработка. Но я должна вас обязательно ознакомить с ней. Для чего? Для того, чтобы вы ее использовали, не боясь. Сейчас красивенько нарисую вот эту 10-11. Смотрите, какие нюансы здесь есть. Вот у нас есть точка 14 и точка 17, обозначающая низ наших трусов. По правилам для классического использования вот эти точки, они стационарны, для всех одинаковые. Мы будем, оформляя низ наших трусов, которые будут идти вот по этой части, вот уходя, огибая ножку, вот так. Вот здесь у нас точка 1. Соединить. Просто взять и соединить, выходя под прямым углом здесь 1,5 сантиметра, сантиметр 1,5, здесь под прямым углом, и соединить 14, 1, 17. Вот. Но для тех людей, у кого ножки полные, которые трутся, которые доставляют неудобства и растираются, нам надо помочь этим людям, чтобы у них этого трения не было, чтобы кожа осталась не травмирована. Для полных людей эти трусы мои идут для обычных
людей, у которых ноги не трутся. Классика. Понимаете, у данного клиента классика. Но у меня есть другой клиент, атлет, у которого ноги очень накачаны мышцы, и они очень близко друг к другу расположены. Это доставляет неудобства. Что в таких случаях надо делать? Обращаю внимание на точку 14. Когда мы ее строили, мы опускались здесь на 3 сантиметра вниз. От точки 9 ушли на 3, опустились на 3. Это классика. 3 сантиметра – это классика. Для тех, у кого ножки полные и они трутся, вы вольны добавить вот от этой точки вниз, когда строите 14-ю точку, не 3 сантиметра, а к этим 3 прибавить 2-3 сантиметра. То есть опустить ее ниже на 2-3 сантиметра, в зависимости от того, какая область сопряжения этих ног, где они трутся. И поставить точку 14 в том месте, где будет ваше значение отведено. И тогда 13-14 соединять с этим понижением. Вот только тогда соединять 14-ю точку вот с этим понижением. Соответственно, если вы понизили здесь значение на 2-3 сантиметра, значит, вы должны понизить от точки 1 на 2-3 сантиметра, на то значение, которое выбрали. И когда вы строите точку 17, вы тоже должны здесь опуститься на эти же 2-3 сантиметра. И когда вы от точки 7 ушли 1,5 влево и опускаетесь на 1 сантиметр плюс 2-3 сантиметра, ваша точка 17 будет вот здесь. Вот здесь. И тогда вы соединяете эти пониженные точки. Я думаю, я достаточно популярно объяснила, это будет понятно. Понижаете здесь и сводите эти точки плавной линией. В данном чертеже это классика, практически как по учебнику. Мы соединяем точку 14, 1, 17. Для того, чтобы их соединить под прямым углом из точки 14 перпендикулярно нашему срезу, проводим 1,5 сантиметра. Обязательно. Это обязательное условие. Прям жирным навожу. 1,5 сантиметра. Провели. Из точки 17 аналогично. Здесь можно сантиметр. Допустимо 1,5 сантиметра. Вот прям жирненько навожу вам. Обязательное условие. Прямой угол. Хотите вы или не хотите, это обязательное условие. Берем лекало, потому что большая плоскость, где работать можно от руки. И от этой отведенной под прямым углом точечки вот соединяем к этой точке через точку 1. Мы такие молодцы, что у нас уже есть низ, у нас есть талия, у нас готов задний срез сиденья. Наша задача осталась оформить наш срез, куда будет втачаться средняя половинка, средняя деталь, которая у мужчин находится по центру трусов. Она нам обозначит центр переда. Что нам для этого надо? От точки 6 влево 5 сантиметров отступаем. Смотрите, вспомогательную линию мы с вами рисовали. Соединяли точку 6 с точкой 9 и точку 6 с точкой 7. У нас эта вспомогательная линия есть. На этой вспомогательной линии влево 5 сантиметров, двигаясь к точке 9, 5 сантиметров. От точки 6 вправо 3 сантиметра. Нашли точки. Поставили эти точечки. Дальше смотрим. У нас есть точка 17. Нам надо построить точку 18. Эти точки у нас вот на вспомогательной линии мы тоже нашли, пока не обозначаем.
От точки 3, не путаем с 11, от точки 3 отклоняемся влево полсантиметра. Полсантиметра. Отклонились. Ставим жирную точечку, чтобы не путать. Вот у нас 3 точки. Мы отклонились. Это точка 18. У нас же здесь 17. Это точка 18. От точки 18 влево по верхнему талиевому срезу мы откладываем 4 сантиметра. Точка 19. Пишем точка 19. Что же это за точка? 4 сантиметра. Вот это и есть ширина нашего гульфика, который сложен пополам. Вот сгиб. Вот так вот он сложен. Вот так. Вот это и есть ширина нашего гульфика. Эти 4 сантиметра. От 19 мы откладываем ровную линию вниз. 4 сантиметра. Точка 20. В стороне так пишем. Соединяем нашу точку 20 с точкой на вспомогательной линии. И вот теперь мы видим, что это точка 21. Соединим эту точку. 20 и 21. Смотрите, что мы получили. Ширина нашего гульфика от 18 до 19, да? Вот, смотрите. Здесь оно пошло на расширение. Вот эта точка 21 и является той выпуклостью, которая нам нужна по центру трусов на нашей вставке, на нашем гульфике. Значит, теперь нам надо оформить скругление к точке 4 и построить низ этого гульфика, то есть завершить его и скруглить. Значит, на этой точке, которую мы нашли, отклоняясь от точки 6 по вспомогательной линии к точке 7, вот мы находили точку, 3 сантиметра отступали, это точка 22. Ну, вот здесь напишу 22. Нам нужно найти 23 точку. Для этого сначала мы выстроим наш срез, куда будет втачаться вот эта часть, которую мы сейчас строим. Что нам для этого надо? Вот здесь точка 11 и 15 есть. Ну, приблизительно ее пополам поделите на глаз буквально. И здесь ее надо слегка углубить по центру. Это буквально, ну вот пару миллиметров, оно не больше. Вот лекало подложите, такое вот не сильно выгнутое. И оно вам даст это отклонение. Чтобы она была плавненькой, не прямой, а плавненькой. Нарисуем ее. Можно уже жирненько. Нарисовали. Вот мы получили эту плавненькую линию. Смотрите, у нас здесь такой топорный угол. Нам он не нужен, нам же надо здесь вот нарисовать плавную линию. Что мы делаем? Точка 15-16. Этот отрезок мы делим пополам. Перпендикуляр 2 сантиметра. Углубление здесь такое 2 сантиметра. Вот так. И нам надо плавно 15, проходя через это углубление, соединить с точкой 16. И с точки 16 мы ведем прямой угол. Мы ведем прямой угол. Обязательно. Это обязательно. 1,5 сантиметра, ну так это точно. Смотрите, и идем через эту точку, от 15 через эту точечку и к нашему прямому углу. Вот так. Скруглили. Вот здесь топорненько, да, нам не надо здесь вот такой вот угол. Мы должны его скруглить, сделать кругленьким. Вот так.
Мы завершили каркас наших трусов. Все, наш каркас полностью готов. Вот этот каркас, ребятки дорогие, вот этот каркас весь, это трусы, которые имеют швы. У них здесь швы, здесь швы, здесь швы, между ног шов, который мешает ходить. Мы должны избежать этого. Поэтому мы будем моделировать ластовицу. С трусами закончили, должны закончить с нашей вставкой. Значит, крайняя у нас была точка 22. Нам надо построить точку 23. Как она строится? Замеряем расстояние из точки 5 в точку 16. Из точки 5, не 15, ни в коем случае, из точки 5. Замеряем расстояние до точки 16. 12,5 сантиметров в моем случае. Значит, мне надо из точки 5 12,5 сантиметров отложить, проводя линию через точку 22. 12,5. Поставила точку, это будет точка 23. Что мы сделали? Когда мы будем нашу деталь гульфика вточать сюда, она у нас совпадет вот здесь полностью по нашей окружности. Мы такое же расстояние вот от точки 5 отложили сюда, проходя через точку 22. Как найти точку 24, чтобы закончить? Куда нам свести эту линию, вот крайнюю выпуклости нашей, помещать? Значит, перпендикуляр проводим из точки 23, вот к этой линии 5,23, которую мы сейчас вот провели, перпендикулярно. Хоп. Откладываем 3 сантиметра на этой линии. Ставим точку 24. 24. Собственно, с точками мы закончили. Теперь нам надо нарисовать наш гульфик, красиво вывести его формы. Нарисуйте себе для удобства, соедините 21 и 4. Это для удобства только, это так себе. 4 и 24. Создавая здесь округлость, иногда случается так, что идет отклонение вниз от точки 4 на какое-то расстояние. Вот на 0,5 вы можете смело отклоняться, но линия должна быть очень красивой, и если линия этого требует, вы можете проводить через это понижение. А бывает так, что оно не требует этого понижения. Наша задача сейчас нарисовать гульфик, мы будем рисовать его другим цветом. Выводим его правую часть нашего гульфика, которая правая часть, это та часть, которая вшивается вот в этот срез по основному корпусу трусов, основной детали. Левая его часть – это центр трусов, где помещаются все выпуклости, которые мы закрываем этим гульфиком. Значит, нам сейчас надо плавно, красиво отрисовать скругление. Можно от руки, можно как хотите. И потом еще один нюансик маленький расскажу, вот, потому что он действительно касается многих людей. Соединим пока прямые линии. Значит, у нас соединяем точку 5 и точку 18. Точку 18. Вот, не 3, 18. Давайте я соединю другим цветом, чтобы не путать вас. Точка 18 и точка 5 соединяется. 18 и 5. Это правая часть нашего гульфика. Пишем шов. И вот это у нас шов. Значит, мы шов ко шву. Здесь нам не надо вот эти вот перегибы ломаные. Мы скругляем. Мы скругляем. Соединяем точку 5, 22, 23. Мы соединили, выводим красным цветом, помечаем наш гульфик. Соединили. Здесь можно
слегка скруглять, можно оставлять ее прямой, на ваше усмотрение. Я буду, чуть-чуть ее делать перегибистую такую. Только для удобства работы, сохраняя здесь прямой угол. Только для удобства вшивания. Этот перегиб у меня всего 1 миллиметр. Обозначаем низ нашего гульфика. То есть 23-24 нашей линии. Вот эту линию 19-20 рисуем прямо. Рисуем прямо. Вот верх нашего гульфика. 18-19. Это верх нашего гульфика. Есть. А вот эти линии выводим лекально. Значит, не надо вот здесь делать большие такие перегибы. Легкий перегибчик. Легкий, совершенно незаметный практически. Есть. Видите, 2 миллиметра, буквально 2 миллиметра. Здесь не надо прямых углов. Здесь все плавно. Вот отклонилась только для того, чтобы из точки 21 вывести потом скругление, проводя через точку 24. Дальше рисуем карандашиком. Соединяем вот эту 24-ю с 21-й плавной линией. Прошу вас, попытайтесь повторить за мной. 21,4 делим на какой-то там, на половину приблизительно. И вот это будет нашим ориентиром. Где-то, возможно, здесь будет 0,7, 0,5. Вот этот уклончик такой. Выводим через точку 4 нам к точке 21. Даже сантиметр у меня получается. Иду на понижение от точки 4. У меня это займет где-то полсантиметра. И смотрите, и вот здесь, вот я ушла сюда, к этому понижению. И вот здесь мне надо выйти на вот эту линию 4,20. Вот так. То есть на вот это скругление я выхожу очень плавно. Смотрите. Вот такая у нас красивая линия. И теперь можно навести нашу красоту. Прямые углы соблюдены. У меня получился отступ от точки 4 в полсантиметра почти. 4 миллиметра. И вот еще один секретик. Это не секрет, это один нюанс. Первое, что должны мы позначить на нашем гульфике. Талия, центр, низ, шов. Долевая нить по гульфику идет вот так. У нас гульфик будет вот здесь вот взгиб, у нас здесь шва не будет, поэтому у нас здесь линия, она практически должна быть ровной, практически. Убираем, значит, 2 миллиметрика, вот так, практически ровно, потому что у нас ткань здесь согнется. Значит, у нас долевая нить идет вот параллельно этому сгибу. Это надо знать. Дальше. Секретик такой, не секрет, это правило, скорее всего, чем секрет, но тем не менее. Значит, у всех мужчин вот в этом участке разные выпуклости. Когда мы этот гульфик вот этой частью пришьем сюда, это будет центр трусов. Так вот здесь, в этом участке, не у всех имеется такая выпуклость. Это максимальная выпуклость. В моем случае она остается такой, какая она есть. В большинстве случаев от точки 21 можно отклониться на 0,3, 0,5 до 1 сантиметра. У всех разные ситуации, разная полнота, худоба и так далее. И разные размеры наших органов. Поэтому абсолютно допустимо на примерке сначала постройте так. Если вы видите, что сильно острая линия, скруглите ее здесь.
скруглите, просто скруглите вот так плавно. И все. А если проведете примерку, и вы видите, что вот в этом участке, вот в этой области, вот в этой области пустота, и у вас ткань здесь морщится, торчит капюшоном, после примерки вы смело убираете этот угол. От самого большого скругления, где начинается большое скругление, убираете этот угол и понижаете плавной линией. Нарисую вам вот так карандашом, чтобы вы видели. Это будет выглядеть вот так. Вам вот эту полноту, значит, не надо. Значит, подросток или худой мужчина, или так немного чего можно накрыть. Бывают и такие ситуации. Вы просто смело вот этот угол убираете и строите более плавную линию. Но я рекомендую только после примерки. Наша задача, для чего мы готовили кальку. Теперь мы пришли уже к нашей кальке. Для чего мы ее готовили? А вот для чего. Нам надо сейчас полностью перерисовать этот гульфик. Для того, чтобы мы могли смоделировать нашу ластовицу. Перекопируем сейчас гульфик. Нарисуем на задней части часть ластовицы этой. И будем ее переносить на переднюю часть. Рисуем же этот гульфик. Перерисовали. Вырезаем. Когда вы подписали, вы знаете, голевая. Шов пришивается сюда. Это центр трусов. Ваша задача теперь построить. Будем моделировать ластовицу. Смотрите, если вы будете шить трусы со швами между ног, там все, вот у вас готовая выкройка. Вот у вас готовая выкройка. Я не использую эту выкройку, я исключаю все швы на трусах, я не люблю эти швы, поэтому я буду моделировать ластовицу. Что мы делаем? На линии от точки 13, вот на нашем срезе сиденья, откладываем 5 сантиметров. В моем случае 5 сантиметров. Колебаться может быть в пределах 1 сантиметра. Если размер меньше, значит делаете меньше. Ставлю точку без всякого названия. Просто точка. Теперь нам надо знать, что по верхнему срезу ластовица, вот когда мы ее моделируем, она всегда внизу меньше на 0,5 сантиметра. Если я здесь отложила 5, значит здесь я отложу 4,5. Вот. 4,5. Смотрим дальше. От этой линии под прямым углом поднимаюсь. От этой линии под прямым углом небольшие участки. И соединяем плавные линии эти края. Вот мы нарисовали срез нашей ластовицы. По задней части, это только часть ее. Это только задняя часть этой ластовицы. Но мы уже можем навести ее жирненько. Есть. Вот это и есть
смоделированная ластовица по задней части трусов. Хорошо, мы ее смоделировали. А куда мы будем ее вшивать? Вопрос сразу возникает. Да? Смотрите, что мы делаем. Берем сантиметровую ленту. У нас есть вспомогательная линия от точки 12, которую мы до точки 0 проводили. Вот, да, вот она у нас пошла вниз. Смотрите. Вот она, есть эта линия. Она перпендикулярна верхнему срезу. Вот она, эта линия. Провели ее ниже чуть-чуть. Есть точка 0. Что мы делаем? Мы замеряем от точки 0 до нашей ластовицы. Не до точки 13, а вот до этой линии. От точки 0 до этой линии. Замеряем. На ребрышко ставим нашу сантиметровую ленту и смотрим, сколько у нас получается. У меня получается 7 сантиметров. 7 сантиметров получилось. Значит, от точки 0 на этой линии вспомогательной мы должны отложить те же 7 сантиметров. Те же 7 сантиметров. Вот они. Вот эта линия нас уже не интересует. У нас будет другая линия, которая будет иметь сгиб. Она не будет никоим образом разрезаться. Ну, если хватает ткани. Вот наша линия. Я ее навожу теперь цветом, потому что это моя уже будет линия окончательная. Среднего заднего среза. Вот это середина задней половинки. Без шва, сгиб. Я сразу пишу сгиб. И вот теперь вот здесь нам надо нарисовать такой вырез, куда мы помещаем вот эту нашу ластовицу. Для этого надо провести перпендикуляр из этой точки. Провели. 2,5 сантиметра. Есть. Нашли точечку. Теперь к этой точке надо, двигаясь угольником по нижнему срезу наших трусов, двигаемся, пока угольник не дойдет к этой точке. Дошел. Провели линию, удлинили ее. Она, как правило, длиной до 10 сантиметров, если у вас не удлиненные штаны. Вот, провели эту линию. Этот угол у нас получился. Мы вольны здесь скруглить в пределах 0,5, не больше. Я обычно использую меньше. Там 3-4 миллиметра, вот так. У меня получается так. 3-4 миллиметра. Я вот просто скругляю этот угол, доводя до этой линии. А какая она должна быть длины, эта линия? Да вот же у нас есть длина нашей ластовицы. Значит, мы ее вшиваем от этой точки вот сюда. Значит, нам надо это же расстояние отложить здесь. От края трусов, от центра задней половинки. Замеряем столбиком, замеряем нашу ластовицу. Она у меня 9 сантиметров. Прикладываем сантиметр к краю, к центру наших трусов. И те же 9 сантиметров откладываем на этой вспомогательной линии. Я нашла эту точку. Еще раз. Замеряем ластовицу. От этой точки середины задней половинки по скруглению мы откладываем то же самое расстояние. Это уже готовая линия задней половинки трусов. Есть. Мы ее смоделировали.
вот сюда будет вшиваться вот это. И с одной, и с другой стороны. У нас же сгиб здесь, значит, ткань сложена вдвое. У нас не будет здесь шва, у нас будет здесь сгиб. Мы нашли крайнюю точку. Раз мы ее нашли, мы проводим из нее под прямым углом 1 сантиметр, 1,5, 1. Смотрите по красоте линии, чтобы линия была красивой. Если вам достаточно 1 сантиметра, значит прямой угол 1 сантиметр. Вот, если вывели 1,5 сантиметра, линия не ложится, она некрасива, тогда оставляйте 1 сантиметр или 1,5 и сводите к точке 1. Вот наша новая линия низа задней половинки. Вот она. Вот эти уже не рабочие. Для тех, у кого было понижение этих точек 14, 17 и 1, у вас и на ластовице будет длина другая, и, соответственно, вы параллельно сводите к той точке, куда вы понизили от точки 1, от точки 17, от точки 14. Вот, мы вывели. Нарисуем теперь зеленым цветом, чтобы вы не путались. У нас уже смоделирована полностью задняя часть трусов. Полностью. Вот это наши трусы, окончательная версия. До точки 11 по талии вы доводите, потому что трусы наши вот. Мы смело можем наводить эти линии. Это наши трусы. Нижняя часть точно так же. Вот эту линию пока наводить не надо, мы моделируем дальше. У нас есть линия ластовицы по задней половинке. Что нам надо сделать, чтобы построить, смоделировать ее на передней части? Нам надо взять наш гульфик. Швом ко шву переворачиваете вот так и кладете, располагаете ваш гульфик так, чтобы у вас было здесь продолжение линии. Вот смотрите. Вот наша передняя шаговый срез. Мы выкладываем так, чтобы здесь получилась прямая линия. Прямая линия. Ищем это положение гульфика. Так. Вот таким образом. Вот таким образом. Можно чем-то закрепить. Сопряжение по шву притачания средней части у нас, ну, хоть бы 4 сантиметра. 4-4,5 сантиметра. Сопрягаем. Смотрим здесь. Сильно пошло уже наверх углубление. Находим такую точку, чтобы была ластовица удобно пришиваемая, то есть не было резкого излома. Идем до того момента, где линия поднимается. Ну вот, сейчас обозначим, сколько это будет. У меня это 2,5 сантиметра. Ставлю точку. 2,5 сантиметра. На гульфике точку. Здесь вы можете прикрепить пластырем, не держать рукой. Это уже одно целое ластовицы вместе с вот частью гульфика, одно целое ластовицы по переду. Значит, если у нас здесь 2,5 сантиметра, значит внизу должно быть 2 сантиметра. Откладываем 2 сантиметра. Вот эта точка. И теперь смотрим. Значит, с нижней части надо вывести ластовицу под прямым углом. Под прямым углом. Здесь идет немножко на изгибе, на повышение. Здесь вот как есть, так и есть. И теперь сопрягаем эти точки. Плавной линией, не прямой, а вот слегка вогнутой линией. Вот это и есть ластовица на передней половинке. Мы ее смоделировали. Наша задача
Вы здесь прикрепите скотчем, чтобы у вас не двигалось. Я не креплю, мне незачем, я справляюсь так. Ваша задача перенести эту ластовицу на кальку. И тут же подписываем, что вот этот край, это перед, пришивается к переду, это ее верх, это ее низ. Вот эти 3 границы вы обязательно должны подписать, потому что когда вы сейчас ее вырежете, вы не будете понимать, что оно такое, куда эту линию девать, понимаете? Это очень важно. Навожу. Вот я ее скопировала, как она есть. Что я делаю с этим гульфиком? Раз мы уже смоделировали ластовицу, значит, вот этой части на гульфике уже не будет. Смело отрезаем. Это не надо. На чертеже мы смоделировали эту ластовицу. Отрезаем. У нас уже здесь трусов не будет. Здесь будет вшита ластовица. Отрезаем. Чтобы сразу не запутаться. Все, мы убрали лишнее. Мы уже знаем, что мы уже не оставим чертеж таким. Мы ластовицу убрали. Ластовица наша, вот она. Смотрим. Она у нас подписанная. Смотрим. Кладем кальку так, чтобы вот эта линия точки 13-14, видно ли вам, мои хорошие? Точка 13-14, отрезок. Нам надо на ластовице вот этот неподписанный край сопрягаем с этой линией точка в точку. Вот точка в точку, смотрите, вот точка в точку. Вот таким образом. К этой линии 13-14, вот эту неподписанную линию мы сопрягаем. Посмотрите, какой получается край. Вы вот эту линию видите? Вот по задней части она идет, видите как? И уходит вот сюда вверх. Если мы приложим линейку, прикладываем, смотрите, вот целых полсантиметра лишнего. Ведь у нас ластовица это будет вот здесь, в сгиб. Вот это ее низ, вот низ ластовицы. Этот край будет пришиваться вот сюда. Этот край будет пришиваться вот сюда. Это ее низ. А вот тут она будет сгибаться. То есть у нас же 2 ноги, на одну и на вторую ногу. Нам вот этот срез никак нельзя допустить. Что мы делаем? Мы зажимаем вот здесь ногтиком в точке 13, где мы сопрягали, а нижний край двигаем на 1 сантиметр вправо. Проверяем, чтобы точка 13 четко приходилась на вот эту точку сверху передней ластовицы. Эту сместили на 1 сантиметр вправо. Тем самым мы выровняли этот срез. Значит, теперь нам надо, удерживая вот эту бумагу, чтобы она не смещалась, соединить вот этот край ластовицы вот с центром вот этой линии, что мы сместили. Плавной линией, повторяя заднюю ластовицу. Вот. Нарисовали. Сейчас нарисую другим, чтобы вы не путались, карандашом. Подписываем сразу низ. Рисуем верхнюю линию ластовицы. Повторяем, как она идет у нас на том чертеже. Вот эту линию повторяем. Вот эту линию повторяем. На вот эту не смотрим. Это я вам просто показывала. Повторяем ее бок. Сразу пишем задняя часть. Пишем вверх. Повторяем вот этот верхний срез.
выводим не в этот угол острый, который, мы же его понизили на полсантиметра, выровняли линию, да? То есть у нас здесь должна быть сверху, не сдвигая чертеж, у нас здесь должна быть ровная линия. Вот такая ровная линия. Вот так. Повторяем вот этот край. Следим за тем отклонением, которое мы сделали, сопряжением точек, чтобы никуда не смещаться. А теперь смотрите. Раз мы вот от этой точки, вот старая линия, смотрите, вот ее была старая линия, мы понизили, выравнивая этот срез и смещая эту линию на 1 сантиметр, на 0,5. Нам надо непременно компенсировать этот уголочек. Компенсируем, продлевая эту линию на такое же расстояние и приводим вот к этой точке. Вот теперь окончательно готова наша ластовица. Сразу закрашиваем это понижение, это нам нужно, это нам важно. Подписываем низ, подписываем передняя часть перед. Ну, а верх уже подписан. Обязательно подписывайте непременно, потому что вы должны перед пришить к переду, а зад пришить к заду. И хотите вы того или нет, но это надо делать. Значит, завершая наше моделирование, мы уже построили трусы и смоделировали, я вырезаю и рассказываю вам о припусках на швы, и все. И вы, мои терпеливые слушатели, труженицы, будете свободны и будете конструировать и делать чертеж трусиков и шить прекрасные бесшовные трусы. Удобные, практичные и красивые. Гульфик, ластовица. На гульфике подписано, все подписано. Обязательно все подписано. На выкройке пишите без припусков. Это если вы вырежете, что она будет без припусков. Если вы вырежете с припусками на швы уже, пишите с припусками, с припуском. И указываете, какие припуски вы сюда применили. Значит, покажу сразу, вырезая, какие припуски здесь надо применить. Зачеркиваю. Коэффициент пишу, проценты ОБ равен 0,83. Подписываю, потому что дальше я буду ее использовать, и мне надо будет это знать. Припуски на швы с припусками на швы равны 0,7 напишу. Все. И я буду знать. В этих трусах долевая нить является вот этот сгиб ориентиром для долевой нити, потому что он у нас идет в сгиб. Он по-другому быть не может. Но если вы здесь будете разрезать, то долевой нитью будет вот эта часть. Вот эта боковая линия, по которой мы не разрезаем. Вот эта боковая линия будет являться долевой нитью. Запомните это, пожалуйста. Вырезаем с припусками, раз я написала с припуском 0,7, и сразу вам обозначу. Смотрите, по низу 1,5, 2,5. Выбираете расстояние 1,5, 2,5. От 1,5 до 2,5 опускаетесь вниз на припуски на швы. Это подгибка ваших трусов. Она не может быть 0,7. Это будет некрасиво. Вот здесь у меня срезана эта часть. Здесь 0,7 припуск на шов. Это вы должны знать. Вот здесь 0,7 припуск на шов добавить. Вырезаем. Здесь 0,7. Верхняя часть даем 0,7. Здесь не даем ничего, это у нас сгиб. Здесь даем 0,7.
Подгибка от 1,5 до 2,5. Выбираете на свой вкус. И здесь 0,7. Вот, можно приклеить и сразу здесь вырезать 0,7. Вы должны понимать, что по этому шву тоже 0,7 обязательно, потому что вы будете пришивать сюда гульфик. Гульфик. Это подписываю центр. Сгиб. Объясняю. Объясняю, повторяя этот гульфик. Вот у вас ткань. Вот ее сгиб. Вы согнули вдвое. Долевая нить. Прикладываете гульфик вот так к этому сгибу. 0,7. 0,7 припуски. 0,7. Здесь 0,7. Здесь 0,7. Вот у вас гульфик с припусками на швы. Вот даны по гульфику припуски на швы. Сгиб. Талия. Низ. Подписали обязательно. Обязательно. Это центр трусов. Это самый центр трусов передней половинки. Самый центр. Обрабатывая этот гульфик, вы увидите в ролике, который я показывала, как сшивать трусы. Эту выточку зашиваете, сходите на нет, и у вас здесь нет шва. И у вас нет сбоку шва, у вас нет сзади шва. У вас все швы будут спрятаны в этот гульфик и в эту ластовицу. Дальше объясняю по ластовице. Это вы вдвое складываете, потом разворачиваете, у вас получится вот здесь сгиб. Сошьете эту выточку. Все, по гульфику объяснила. Идем на ластовицу. Вот прикладываем вверх к сгибу ткани. Пишем сгиб. 0,7. 0,7. Внизу надо дать тот припуск на подгибку, который вы давали на трусах. Вот этот припуск равен подгибке от 1,5 до 2,5. Вот. Вот так она будет в развернутом виде. Вот так она будет выглядеть в развернутом виде. Вот так мы ее скроили. Дальше. Смотрим по деталям. Трусы. Одна деталь, потому что здесь сгиб. Если здесь сгиба не будет, а будет шов, это 2 детали. Если здесь сгиб, значит, это одна основная деталь в сгиб. Вы ее откроете, здесь шва не будет. Здесь будет продолжение трусов. Это является центральной частью задней половинки, которая проходит по центру от нашей поясницы и по попке, по центру. Это бок, который идет по боку нашего тела. Это перед, в который вшивается гульфик. Шов ко шву, центральная выпуклая часть, является центром этих трусов передней половинки. Этих деталей, она в сгиб здесь идет, значит 2 детали, выкроенных в сгиб. Одна будет с лицевой стороны, другая будет с изнанки. Значит, 2 детали, скроенные в сгиб. Ластовица. 2 детали, скроенные в сгиб. Вот здесь сгиб, значит, вот таких надо в сгиб скроенных деталей 2 штуки. Одна идет вот таким образом, между ног она будет идти, вот таким образом. Одна будет идти с лицевой стороны,
другая будет идти с изнанки. Швы будут спрятаны внутри. И у вас трусы получатся практически без швов. Единственные швы, они будут спрятаны в ластовицу. Все. Вот это и вся задача. Осталось просчитать резинку. Как высчитывается коэффициент на резинке? Выбираете 10 сантиметров резинки, кладете на линейку, и тянете до того предела, когда резинка начнет слегка уже сопротивляться. Либо высчитываете коэффициент, либо примеряете непосредственно на самом клиенте. Как ему хочется, чтобы эта резинка плотно или неплотно прилегала к его телу, давила или не давила, и какие функции она там должна выполнять. Либо замеряете, либо умножаете на коэффициент, полученный на линейке. Спасибо вам огромное за внимание, за терпение. Я очень вас благодарю за такие комментарии трогательные. Поверьте, это взаимно. Я вас обнимаю, дорогие мои хорошие, мои внимательные, мои подруги. Спасибо вам огромное. До новых встреч!